Я провожу интервью внутри Амазона, я действующий интервьюер. Даже если Амазон — это самая жесткая из IT-компаний, скорее всего, там не будет жестче, чем в хедж-фондах. Даже если вы пришли, провели 5 минут в офисе и ушли, это будет засчитано за один день. И рассказывала Юре, что да, я пишу свои примеры по лидерским принципам. Он говорил о том, что звучит как какая-то секта. Всем привет, меня зовут Наташа Васильева, это мой канал на YouTube, и это подкаст «Сразу в президенты», где мы обсуждаем вопросы иммиграции и поиска работы. Сегодня я хотела бы ответить на очень популярный вопрос, который мне задают как зрители этого канала, так и соискатели в Amazon. И вопрос состоит в моем восприятии амазоновской культуры. Я с удовольствием на него отвечу, только сразу оговорюсь что все, что я буду говорить, это мое личное мнение, это мой собственный опыт. Во-первых, я не говорю за компанию, а во-вторых, опыт других сотрудников Амазона может очень сильно отличаться от моего личного. И, кстати, да, если у вас есть опыт работы в Амазоне, который соответствует или расходится с тем, что я сегодня буду говорить, пожалуйста, делитесь этим в комментариях. Я уверена, что не только мне, но и зрителям этого канала будет очень интересно это почитать. И теперь я упомянула, что соискатели Amazon мне также задают этот вопрос. Я хотела немножко объяснить. Я работаю в Амазоне 2,5 года, из них почти 2 года я провела в финансах, я работала старшим финансовым аналитиком. Последние полгода я работаю старшим продуктовым менеджером, я изменила должность внутри компании, и об этом я тоже чуть позже немножко поговорю. Я провожу интервью внутри Амазона, я действующий интервьюер. Помимо интервью в Амазоне также есть такая практика, которая называется Candid Chat. До этого это называлось Lunch Buddy. Идея в том, что соискателю предоставляется возможность поговорить с сотрудником компании, который не является частью команды, интервьюирующей его, и не подает никакой фидбэк на него. И поэтому человек может задавать любые вопросы этому сотруднику, и сотрудник на них максимально честно пытается ответить. Да, и, кстати, когда я веду Candid Chat, я говорю об этом сразу соискателю. Но да, если вы вдруг будете проходить Candid Chat, знайте, что вы действительно можете задавать этому человеку любые вопросы. Он действительно не будет вас никак оценивать. И раньше это было Lunch Buddy, потому что когда панельное интервью Amazon проводил в своих офисах, человек проходил интервью, в середине интервью у него был перерыв на обед, и в этот момент сотрудник компании показывал ему места, где можно покушать, и в то же время за обедом с ним общался. Сейчас, как я говорила в видео про интервью в Амазоне, в основном все интервью проводятся онлайн. В офисы компании уже никто не приезжает, и поэтому Lunch Buddy заменили на Candid Chat, то есть человеку просто отводится 30 минут на то, чтобы задать сотруднику компании свои вопросы. Первый по популярности вопрос, который мне задают что зрители канала, что соискатели, это насколько правдиво, что в Амазоне очень жесткая культура и насколько вообще существует work-life balance в компании. Этот вопрос на самом деле волновал и меня саму, когда я приходила в компанию, но не то чтобы сильно он меня волновал, потому что я пришла в Amazon из хедж-фондов, я никогда не работала в других IT-компаниях, и я всегда знала, что в IT-компаниях культура намного более мягкая, намного больше сконцентрированная на work-life balance, чем в хедж-фондах, и поэтому я думала, окей, даже если Amazon — это самая жесткая из IT-компаний, скорее всего, там не будет жестче, чем в хедж-фондах. И я была права. То есть, допустим, в хедж-фондах для младших аналитиков переработки — это нормальное дело. Я слышала такое же о консалтинге и, возможно, о некоторых других отраслях. Но в IT
насколько я понимаю, это не очень распространено, и это соответствует моему собственному опыту работы в Амазоне. Опять же, я могу сказать, что однозначно есть команды, в которых это не так. Потому что, допустим, на Ютубе или в прессе я видела свидетельства людей, которые говорили, что им приходилось постоянно работать по вечерам, или им приходилось работать по выходным, чтобы готовиться к, допустим, встречам, которые у них были запланированы на понедельник и так далее. Я могу сказать, что компания огромная. И мне кажется, что, во-первых, это очень сильно зависит от непосредственного менеджера команды и, допустим, от директора подразделения. То есть, если они хотят сделать такую культуру в своем собственном подразделении, теоретически они могут это сделать. С другой стороны, мне кажется, что это вопрос расставления приоритетов. То есть, если человек на постоянной основе перерабатывает, мне кажется, что либо этот человек делает намного больше, чем требуется в его должности, либо он неправильно расставляет приоритеты, и большое количество его времени уходит на менее приоритетные задачи, которые в принципе можно было бы не делать. Знаете, как существует вот этот принцип 80-20, и принцип состоит в том, что 20% усилий приносит 80% результата, а оставшиеся 80% усилий приносит 20% результата. И если мы правильно приоритизируем, по идее, мы можем прилагать 20% усилий и добиваться 80% результата, что на самом деле очень неплохо. Что я могу сказать о своем собственном опыте? Я однозначно не работала больше 8 часов на постоянной основе в Амазоне. То есть, если взять мои 2,5 года работы в компании, я работаю 8 часов или меньше в среднем. Понятно, что бывает высокий сезон, когда работы в принципе больше. Понятно, бывают дедлайны, когда нужно срочно доделать задачу именно сегодня к завтрашнему дню. Понятно, бывают ситуации, когда, допустим, 2 команды работают вместе, и я жду какой-то информации от партнерской команды и не могу доделать свою работу без этого. И, допустим, они предоставляют мне эту информацию в последний момент. И, опять же, мне нужно сидеть вечером и доделывать свою работу на основании их данных. Действительно, такое бывает, без этого никуда. Но при этом я точно знаю, что на следующий день или на следующей неделе, когда у меня не будет жесткого дедлайна, я могу спокойно закончить работу раньше. Опять же, допустим, в тех должностях, на которых я работала, нету жестких рабочих часов. То есть нет такого, что я должна быть на работе с 9 до 6 или с 8 до 5. Если у меня нет работы и нет встреч, я могу спокойно устроить себе несколько часов отдыха в середине дня или закончить работать раньше и так далее. Понятно, что если я хочу, я могу сделать какие-то дополнительные задачи, начать разрабатывать какой-то дополнительный проект, который мне самой интересен и так далее. Но если я устала и у меня нет на это сил, я могу спокойно закрыть ноутбук, и никто мне слова за это не скажет. Опять же, в моем контракте написано, что мне платят за 40 часов в неделю вне зависимости от того, сколько я работаю, и это распространяется как в большую, так и в меньшую сторону. Понятно, что могут быть команды, в которых это не так. Понятно, может быть, допустим, customer service, которые должны сидеть на телефоне на случай, если позвонит клиент и так далее. Но большинство команд, которые не связаны с конкретным временем, когда они должны быть на связи, а скорее связаны с выполнением определенного пула задач, которые входят в их служебные обязанности, для них время никак не контролируется компанией. Опять же, я могу сказать, что мне как-то всегда везло с менеджерами в плане того, что мои менеджеры были очень амбициозными и в среднем работали больше. То есть, допустим, мой предыдущий менеджер в финансах в Амазоне, мне казалось, этот человек работал 24/7.
Причем даже в моменты, когда было самое спокойное время и у нас было мало работы, этот человек мог найти себе дополнительную работу и ей заняться. То есть он всегда смотрел, что мы можем улучшить, где мы можем автоматизировать, где мы можем привнести дополнительные идеи и прочее, и прочее. И этот человек действительно работал по вечерам частенько, этот человек работал по выходным. Но мне кажется, что это просто вот такой характер человека, который привык очень много работать. Он пришел из консалтинга, в консалтинге это принято, переработки и так далее. И плюс это просто супер мотивированный внутренний человек. Ему действительно всегда хотелось сделать больше, лучше и так далее. Я могу сказать, что такие люди однозначно построят блестящую карьеру в Амазоне. То есть компания ценит таких людей, компания ценит людей, которые мотивированы постоянно что-то улучшать. Но компания не требует этого от всех сотрудников. Что я могу сказать? Что да, он, скорее всего, быстрее других получит продвижение. Что я могу сказать с большой долей вероятности, это да, что такие люди, мотивированные, быстрее других могут получать продвижение. Значит ли это, что компания относится хуже к сотрудникам, которые работают 8 часов в день? Нет, абсолютно не значит. Более того, я могу сказать, что вот этот мой суперамбициозный менеджер на каждой нашей встрече команды повторял о том, что тот факт, что он так работает, это его личная инициатива, и ни в коем случае он не требует это от команды. Я знаю, что, допустим, когда он или директора бывают вице-президенты, пишут письма, допустим, рабочие имейлы в нерабочее время, там, допустим, поздно вечером или в выходной день. Очень часто в конце этих писем или даже в начале этих писем я вижу приписки о том, что я пишу это письмо в нерабочее время, это не значит, что вам нужно отвечать на него в нерабочее время. То есть сотрудникам дают понять, что переработки — это личное желание каждого, и в данном случае руководства, и они ни в коем случае этим не обязывают сотрудников перерабатывать. И мне кажется, что это очень хороший месседж в том плане, что у меня тоже, знаете, бывают моменты, когда, допустим, у меня бывает бессонница, и бывает, что я просыпаюсь в 5 часов утра, и я чувствую, что вечером я буду очень уставшая, но сейчас я полна энергии и так далее, и я могу начать работать в 5 часов утра. И я точно так же могу там писать кому-то какие-то письма припиской о том, что я пишу их в нерабочее время, это не значит, что людям нужно срочно мне на них отвечать. Там, понятно, в мессенджерах, допустим, в Slack можно запланировать сообщение, то есть можно сделать так, чтобы я написала его в 5 утра, а пришло это сообщение человеку в нормальные рабочие часы, допустим, в 9 утра. Вот. Это, наверное, все по поводу жесткости корпоративной культуры и work-life balance. Опять же, пишите в комментариях, что вы думаете, как дела обстоят в вашей компании. И если вы работаете вдруг в Amazon, пишите ваше собственное мнение по этому поводу. А я перейду ко второму по популярности вопросу. И это работа дома и работа в офисе. Этот вопрос интересует, насколько я знаю, очень сильно соискателей, потому что долгое время на протяжении всего ковида и 2022 года, который не считался ковидным годом, Amazon работал из дома. В основном большинство людей работало из дома, офисы были открыты, но людей не заставляли приходить в офисы. С мая 2023 года Amazon ввел то, что у нас называется R2O, Return to Office. Соответственно, сейчас все сотрудники Амазона обязаны приходить в офис 3 дня в неделю. Есть сотрудники, которые называются fully virtual, то есть полностью они работают онлайн, но даже их постепенно я сейчас вижу, что компания пытается переводить на обычный статус, и тогда они тоже должны приходить в офис 3 дня в неделю. По поводу этого много вопросов. Я могу сказать, что
опять же, по своим собственным ощущениям. Компания очень серьезно настроена по поводу 3 дней в неделю. Наверное, с августа появились отчеты, в которых каждый сотрудник может увидеть, сколько дней в неделю он был в офисе. Этот отчет может увидеть его менеджер, этот отчет может увидеть директор подразделения на всех своих сотрудников. И да, понятно, что если человек заболел или если у него какие-то важные обстоятельства, по которым он не может прийти в офис, естественно, он может не приходить, но у человека должно быть достойное объяснение. То есть, если человек не болеет и хорошего объяснения у него нет, то он должен быть в офисе 3 дня в неделю. При этом не считается, сколько времени вы находитесь в офисе. То есть, допустим, мне удобнее работать с утра из дома. У меня бывают очень ранние встречи, которые могут быть даже, там, допустим, в 7-7:30 утра, если это встречи с Европой или с Индией. А так рабочий день у меня начинается с 8, и мне не хочется даже к 8 утра ехать в офис, потому что мне придется раньше вставать, мне придется переделывать свою утреннюю рутину, я люблю побегать перед началом работы, я люблю позавтракать и так далее. Поэтому я обычно первые свои встречи провожу из дома и затем в середине дня где-то примерно к обеду еду в офис. И это абсолютно нормально. Я говорю, время в этих отчетах, по крайней мере, вот по ситуации на данный момент, это январь 2024 года, на данный момент количество часов, которые вы проводите в офисе, не фиксируется в этих отчетах. И даже если вы пришли, провели 5 минут в офисе и ушли, это будет засчитано за 1 день. Я помню, что ходили приколы о том, что можно прийти, допустим, в офис в 23:55, подождать до 0 часов 5 минут, и это засчитается вам за 2 дня. И я думаю, что это действительно так. Да, здесь есть какие-то разумные рамки с точки зрения компании и с точки зрения соискателя. Мне кажется, что такие вещи — это уже обман системы, который, допустим, я бы не стала так делать, но теоретически вы можете так сделать. Опять же, по поводу этого решения Амазона заставить всех сотрудников приходить 3 дня в офис, существует огромное количество разговоров. Я вижу, что это решение непопулярное, то есть большинство моих коллег не очень воодушевлены этим. И, в принципе, допустим, у Амазона есть репутация компании, которая принимает решения на основании данных. То есть большое количество решений, которые Amazon принимает как компания, они приходят снизу на основании аналитики данных, а не то, что их спускает сверху руководство. Вот это решение о 3 днях в неделю в офисе, оно, как мне кажется, все-таки спущено сверху. Это одно из немногих решений, когда нет статистики на данный момент, которая показывает, что люди массово менее продуктивные из дома, чем в офисе. Понятно, что есть команды, которые обязаны работать из офиса. Есть работа, которую невозможно выполнять дома. Но опять же, большую часть работы вполне можно выполнять дома. И если в начале ковида были действительно исследования о падении продуктивности, когда всех посадили на карантин, то к 2021 году продуктивность вернулась обратно на прековидные уровни. И действительно есть исследования, которые подтверждают, что в IT люди в основном также продуктивны дома и в офисе. Опять же, здесь есть еще немножко региональные отличия. Допустим, в Америке действительно людям легче работать из дома, потому что в среднем у людей большие площади жилья, чем в Европе. Больше людей живут в частных домах, чем в квартирах и так далее. Поэтому людям в Америке действительно легче организовать офис дома, чем людям в Европе. Есть такая теория, которая, мне кажется, довольно правдоподобной. Это то, что в таких компаниях, как Amazon и в других больших компаниях, на их балансах, то, что называется balance sheet, финансовой терминологии, большое количество корпоративной недвижимости. И если мы, допустим, как общество решим, что на долгий срок
мы хотим работать из дома, и офисная недвижимость уже нам не нужна, тогда эти все активы могут начать обесцениваться, чего большие компании не хотят. И поэтому все больше компаний просят своих сотрудников приезжать в офисы. Я говорю, я не знаю, насколько это правда, но мне кажется довольно правдоподобным. Следующий вопрос, который я хотела бы обсудить, это бюрократия в большой компании. И это вопрос, наверное, который в первую очередь волновал меня, когда я приходила в компанию, потому что до Амазона я никогда не работала в больших компаниях. Я рассказывала об этом в видео про свою финансовую карьеру. Большинство компаний, в которых я работала, были маленькими компаниями. Хедж-фонды — это обычно небольшой бизнес, в котором, я не знаю, 10, 20, 30 сотрудников. Также какое-то время я работала в бразильском банке BTG Pactual. Сам банк очень крупный, но наш литовский офис поддерживал подразделение, которое занималось торговлей металлами и сырьевыми ресурсами, и само подразделение было значительно меньше, чем банк, и оно было довольно независимым. Так что я могу сказать, что действительно всю свою карьерную историю я работала в маленьких компаниях. И когда я получила свой оффер в Amazon, мое опасение было в том, что я буду винтиком в огромном механизме, и, возможно, у меня будет намного меньше свободы, чем было в маленьких компаниях. Потому что, когда ты работаешь в маленькой компании, допустим, у тебя появляется идея, и ты можешь прийти к собственнику бизнеса и поговорить с ним о своей идее. И сразу же получить фидбэк от человека, который принимает решение. То есть, если, допустим, нужны какие-то дополнительные данные, тебе сразу об этом скажут. Плюс ты можешь сразу понять, насколько идея нравится или не нравится человеку, который в результате даст тебе на это добро. Я боялась, что в большой компании это будет огромная цепочка людей, которые должны будут подписаться под решением, чтобы оно было принято, и, возможно, не так много аспектов, на которые я, допустим, лично смогу влиять. Я могу сказать, что это не оправдалось. Действительно, в Амазоне культура намного лучше с точки зрения бюрократии, чем я этого ожидала. И действительно людям дают возможность проявлять инициативу, придумывать новые идеи и так далее в рамках задач, которые входят в их должность. Более того, в компании есть механизмы, которые позволяют давать людям больше свободы и личной инициативы. И механизмы, которые сразу приходят мне в голову, это, во-первых, когда проводится митинг, встреча, на которой присутствует большое количество людей разных должностей и разных уровней. Допустим, в Амазоне есть левелы. Левел показывает старшинство должности. Допустим, я старший продакт-менеджер, это level 6 считается. Просто продакт-менеджер — это level 5. Допустим, старший менеджер — это level 7. Или директор — это level 8. VP — это level 10 и так далее. Так вот, по культуре Амазона, когда на встрече присутствуют люди разных уровней, первыми дают слово людям с самым младшим уровнем. Во-первых, это позволяет удостовериться, что будет время на то, чтобы они высказались, потому что действительно в какой-то момент начинается обсуждение, и людям может просто не хватить времени высказаться. Во-вторых, это делается для того, чтобы руководство не влияло своим мнением на более младших сотрудников, и чтобы они действительно высказывали то, что они думают. Потому что есть люди независимые, на которых сложно повлиять, но чаще всего, когда люди слышат мнение руководства, это так или иначе влияет на то, что они думают по поводу своих собственных идей. И также один из лидерских принципов Амазона звучит «have backbone, disagree and commit». И смысл его в том, что люди должны не бояться высказывать свое мнение, если оно противоречит мнению большинства. Но при этом группа приходит к выводу, что их мнение ошибочно, они должны commit, они должны согласиться с решением группы. И, допустим, я могу сказать, что пример этого, когда идет обсуждение интервьюерами после панельного интервью их мнение о кандидате. Допустим, когда складывается ситуация, когда
4 людей за кандидата, 1 против, первым дадут высказаться именно тому человеку, который против, чтобы мнение большинства не влияло на его рассказ, на его оценку. Либо наоборот, когда 4 против, 1 за, первым дадут высказаться тому, кто в меньшинстве. И я не могу сказать, что это выполняется в 100% случаев. Действительно, здесь есть человеческий фактор, сильно зависит от того, кто ведет встречу и так далее. Но я вижу, что это очень часто выполняется. И я считаю, что эти механизмы — это то, что позволяет компании функционировать так не только на словах, а на деле. Окей. Следующее, о чем я хотела бы поговорить, это Amazon Leadership Principles. Это лидерские принципы Амазона. Они общеизвестные, они есть на сайте компании, вы можете их загуглить. И в видео про интервью в Амазоне я рассказывала о том, что вопросы, которые будут задавать кандидату на интервью, они основаны как раз на лидерских принципах. И я помню, что когда я сама первый раз готовилась к своим интервью в Amazon и рассказывала Юре, что да, я пишу свои примеры по лидерским принципам, он говорил о том, что звучит как какая-то секта, у которой есть устав, какие-то принципы и так далее. В общем, ему казалось это каким-то очень странным и отталкивающим. Я в тот момент, наверное, никак к этому не относилась, скорее просто относилась как к данности. Мне нужно готовиться, я знаю, как мне готовиться, я готовлюсь. Но сейчас, уже проработав 2,5 года в компании, я могу сказать, как я действительно отношусь к лидерским принципам. Во-первых, мне кажется, что они довольно общечеловеческие. То есть они сформулированы очень четко в Амазоне, их 16 принципов, они прописаны, есть объяснение каждому принципу, но, допустим, когда я со своим бывшим боссом из хедж-фондов обсуждала лидерские принципы Амазона, мы пришли к выводу, что и до этого, работая в хедж-фондах, мы очень многие из этих, если не все из этих принципов, применяли в своей работе. Мы их не формулировали так, как они прописаны в Амазоне, но мы применяли их в работе. Потому что это действительно полезные и хорошие принципы. Это раз. 2 — это то, что в случае, когда вы являетесь соискателем в компании, тот факт, что вы знаете, что вас будут спрашивать по лидерским принципам, мне кажется, дает вам некоторое спокойствие. Потому что бывают такие моменты, когда вы, допустим, пишете какой-то пример из своей бывшей работы, и вы думаете, насколько этот пример хороший или нет, насколько он будет позитивно или негативно воспринят. Потому что действительно бывают моменты, когда, двоякое восприятие, вы точно не знаете, вы знаете, что в одном месте это может быть воспринято хорошо, в другом месте это может быть воспринято плохо. Допустим, такое качество, как склонность к риску и желание оспаривать существующий порядок вещей. Да? В одних компаниях это могут очень ценить, а в других компаниях это может быть ред-флагом. Наличие лидерских принципов, мне кажется, позволяет людям, которые хотят работать в Амазоне, понять, что ценится, а что нет. Это раз. А 2, мне кажется, что на самом деле лидерские принципы действительно помогают в работе. Потому что не раз, допустим, в моей собственной практике бывало, когда 2 или больше команд работают вместе над одним проектом. Но при этом приоритеты у команд могут быть разные. Допустим, этот проект может быть приоритетным для одной команды и не приоритетным для другой. И тогда, допустим, выполнение проекта может сильно затягиваться. И когда происходит встреча, на которой команды выясняют приоритеты друг друга, расставляют приоритеты и так далее, лидерские принципы действительно могут помочь правильно приоритизировать то, что важно для компании. Или также, когда этот вопрос эскалируется более вышестоящему руководству, лидерские принципы помогают руководству принимать это решение. Кстати, допустим, вынесение решения более вышестоящему руководству в случае конфликтующих интересов нескольких команд в Амазоне — это обычное абсолютно дело, и это не считается чем-то зазорным. То есть люди не обижаются, и это не считается, что какая-то команда плохо выполняет свою работу, если вопрос выносится на рассмотрение высшего руководства. Действительно, чаще всего люди понимают, что
разные приоритеты — это нормальная ситуация, когда мы работаем в рамках большой компании, которая занята разными проектами. Поэтому эскалация — это абсолютно нормальная практика, и люди не обижаются, когда это происходит. Более того, кстати, когда вы только приходите в Amazon новичком, вы проходите огромное количество обучений, в том числе связанных с корпоративной культурой. И я помню, вот как раз 2,5 года назад, до сих пор помню, я проходила одно из таких обучений, в котором говорилось, что мы должны иметь в виду, что большинство людей имеют самые лучшие намерения. То есть люди, которые действительно хотят вам навредить или навредить компании, это меньшинство, которым можно пренебречь. Поэтому мы должны принимать как данность, что любой сотрудник компании всегда делает что-то, что, по его мнению, является приоритетом для компании как таковой. И он всегда делает то, что он считает самым лучшим в данной ситуации. Но это не значит, что люди, имея самые лучшие намерения, принимают правильные решения. И поэтому, допустим, компания никогда не ругает людей за какие-то неправильные решения. Скорее, если, по вашему мнению, человек делает какие-то неправильные поступки, возможно, стоит объяснить ему ваше понимание приоритетов, привести свои аргументы, и если человек согласится с вашими аргументами, он начнет делать то, что действительно является приоритетным. Следующий вопрос, который я хотела бы затронуть, это возможности карьерного роста в компании. И понятно, что компания такого масштаба, как Amazon, имеет огромные возможности реализовывать амбиции людей по карьерному росту в абсолютно разных направлениях. И я могу сказать, что компания поддерживает любые стратегии роста, которые, допустим, человек для себя видит. Будь то вертикальный рост, когда вы просто продвигаетесь по службе и увеличиваете свой уровень, там, допустим, с аналитика до старшего аналитика, до менеджера и так далее. Будь то горизонтальный рост. Горизонтальный рост — это, допустим, то, что сделала я, когда человек внутри компании меняет должность или меняет команду и меняет проекты, над которыми он работает. И такие вещи действительно очень поддерживаются. Понятно, что не каждая команда захочет брать человека, который раньше работал на другой должности. Более того, это очень сильно зависит от вакансии. Допустим, если команде нужен человек, который придет и сразу же сделает работу, и у них нет времени этого человека обучать, они, естественно, возьмут кого-то с опытом работы именно на этой должности. Но если нет такой срочной необходимости сделать работу здесь и сейчас, я вижу, что очень многие команды открыты к людям, которые меняют должность. Более того, в Амазоне очень ценится разнообразный опыт, будь то опыт в другой должности или опыт в другой стране. Кстати, вот я знаю, что многие иммигранты опасаются, что у них нет американского опыта, и значит, им не светит попасть сразу в топовые компании. Это неправда. Если у вас есть релевантные скиллы, вас с удовольствием возьмут. Более того, ваш международный опыт будет цениться, потому что компании ценят диверсифицированный опыт. И вот, допустим, этим летом я меняла должность, я подавалась на вакансии, и вот моему собственному опыту этим летом около 20% команд с удовольствием со мной разговаривали. 80% мне просто не отвечали. И это с учетом того, что этим летом рынок был очень слабый с точки зрения количества вакансий. Мы только-только вышли из рецессии. Первый квартал, допустим, 2023 года компании еще в принципе не нанимали, и только вот, наверное, с мая вот так начали появляться вакансии. А я интервьюировалась в июне, в июле. То есть было очень много соискателей и очень мало должностей. Более того, из-за того, что компания не могла нанимать даже внутренних сотрудников, были команды, из которых, допустим, полгода назад ушел человек, и команда полгода существовала с недобором сотрудников. И именно этим командам нужен был человек, который придет и все сразу сделает. Что я хочу сказать, то, что мне кажется, что в условиях более хорошего рынка, когда больше вакансий, возможно, не
20%, а 30-40% команд будут готовы общаться и рассматривать кандидатов, которые меняют должность. При этом компания предоставляет очень много возможностей по обучению, если у вас не хватает скиллов. Во-первых, просто есть огромное количество курсов, будь то курс, который вы просто проходите в программе, или курс, который ведет сотрудник Амазона, и все эти курсы абсолютно бесплатные. То есть, да, если вы хотите научиться какому-то дополнительному навыку, компания предоставляет очень много возможностей для этого. Но в дополнение к этому также есть и возможности проектной работы. Опять же, могу рассказать на своем собственном опыте. Осенью 2022 года, к тому времени я работала в финансах уже год, и я думала о том, чтобы менять должность. Я хотела уйти в дата-аналитику, в аналитику данных и в бизнес из финансов, но случился hiring freeze, заморозили все вакансии, и возможности в ближайшие полгода перейти в другую команду у меня не было. И я разговаривала об этом со своим менеджером, он знал, что я хочу уходить в аналитику данных, и он предложил мне проект вместе с нашей командой аналитиков. Он договорился с менеджером команды аналитиков о том, что я буду работать на проекте. 50% своего времени я должна была продолжать работать в финансах, 50% своего времени я работала над проектом машинного обучения вместе с командой аналитиков. На деле, конечно, получилось не 50/50, а скорее 70/30, потому что все равно моя должность говорила, что я все еще работаю в финансах. Но это был очень неплохой опыт. И в моем случае это был единственный способ попробовать заниматься больше аналитикой в принципе, потому что вакансии были закрыты. Но также мне кажется, что это очень неплохая практика для людей, которые не уверены. Допустим, вы хотите попробовать новую должность, но вы не 100% уверены, что она вам понравится. Тогда вы можете работать вот так над проектом, и проект вас ни к чему не обязывает. То есть, если вы в момент работы над проектом поймете, что вам это не нравится, и вы не хотите уходить в эту должность, вы просто возвращаетесь в свою собственную старую команду и продолжаете там работать уже 100% времени. Еще тоже, что я хотела бы сказать о росте внутри компании. Опять же, мне кажется, что это будет индивидуально и сильно зависеть от менеджера вашей конкретной команды, но то, с чем я сталкивалась, менеджеры, с которым я работала, и мои коллеги, с которыми я общалась из других команд, говорили о том, что хорошие менеджеры всегда открыты к любым карьерным целям, которые есть у их сотрудников в команде. Потому что вся амазоновская культура построена на том, что человек лучше всего выполняет свою работу, когда он делает то, что ему нравится, и то, в чем он хочет развиваться. То есть, если человек удовлетворен, и ему кажется, что он делает то, что он хочет делать, и развивается в том направлении, в котором ему нравится развиваться, в этом состоянии человек наиболее продуктивный. И поэтому хороший менеджер будет всегда спрашивать у своих сотрудников, как они хотели бы развиваться. Хороший менеджер не будет мешать своим сотрудникам, если они хотят уходить из команды и заниматься чем-то другим. Единственное, что он будет делать, это просить своих сотрудников предупреждать его об этом. И я знаю, что, допустим, когда в команде не самая хорошая культура, человек, который хочет уйти, он будет скрывать это до последнего от своего менеджера, потому что он будет бояться, что если он скажет об этом, его, возможно, уволят, потому что его будут считать ненадежным. Вот из моего собственного опыта в Амазоне такого нет. И я действительно очень благодарна своим менеджерам, что я чувствовала всегда, что я могу быть с ними откровенна, и что моя честность не сыграет плохую шутку со мной. Опять же, мне кажется, что здесь большое влияние играет человеческий фактор. Может быть по-разному. Пишите, если у вас есть похожий или противоположный опыт, пожалуйста, пишите об этом в комментариях.
И напоследок я хотела бы упомянуть еще одну такую небольшую вещь, которую я часто читаю в прессе, что амазоновские офисы не такие классные, как, допустим, офисы Гугла. И я думаю, что это действительно правда, потому что я вижу, что, допустим, в Гугле, по крайней мере, в некоторых его офисах есть такие вещи, как бесплатные завтраки, причем очень разнообразные, бесплатные обеды, какие-то игровые комнаты, в которых стоят Xbox и прочие вещи. Действительно, амазоновские офисы в этом плане довольно простые. То есть, ну вот что я могу сказать, что есть у нас в Сиэтле, это, да, у нас есть бесплатный кофе в кофейнях, в некоторых кофейнях. Не в каждом офисе, там в Сиэтле действительно довольно много амазоновских офисов, ну и там бывает, что там несколько кварталов нужно пройти в соседний офис за кофе. При этом это единственное, что предоставляется сотрудникам бесплатно, то есть в офисах есть столовые, но если вы хотите пообедать или позавтракать, за все это вам придется платить. Amazon на это говорит, что он платит сотрудникам достойные зарплаты, чтобы они могли позволить покупать себе обеды и завтраки. И мне кажется, что это действительно так. То есть мне кажется, что зарплаты корпоративных сотрудников Амазона действительно позволяют людям не задумываться о том, чтобы купить себе обед. По поводу игровых комнат, во многих офисах есть такие вещи, как настольный футбол или настольный теннис на этаже. В некоторых офисах есть уличные веранды. Допустим, вот в моем новом офисе есть уличная веранда, это очень классно. В моем предыдущем офисе ее не было. Но, допустим, Xbox или PlayStation я не видела ни в одном офисе Amazon. Возможно, они где-то есть. Таким образом, я могу сказать, что мне кажется, что офисы неплохие, но, возможно, если вы приходите из другой компании, где у вас было очень много перков внутри офиса, возможно, вы будете немножко разочарованы. На этом на сегодня все. Буду очень рада пообщаться с вами в комментариях. Опять же, я уверена, что я рассказала сегодня не все темы, которые могут интересовать людей. Поэтому, если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Если будет достаточное количество вопросов о культуре в Амазоне, возможно, я сниму еще одно видео на этот счет. А так, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я буду очень рада, если вы будете подписываться в момент просмотра этого видео, потому что алгоритмы YouTube тогда будут считать, что это видео полезное и будут лучше его рекомендовать. Я была очень рада сегодня с вами пообщаться. До следующих встреч. Пока-пока.